Привет, дорогие друзья! Привет вам из Уишань! И решили мы наш сегодняшний день посвятить полностью прогулке по горам. Сегодня такая погода туманная и даже немного, можно сказать, дождливая. Но в горах обычно в это время самое комфортное. Главное, чтобы дождик не усиливался. И, кстати, именно в этом месте мы решили начать рассказывать немножко про горы, потому что именно здесь мы снимали, именно у этих самых кустов я стоял во время съемок одного из наших прошлых фильмов, вот этого самого. По-моему, это было 3 года назад. И можно посмотреть, насколько выросли на самом деле кусты за это время. Это вот старые кусты шуйсяня, сорт шуйсянь, лаоцун, даже можно сказать гаоцун, потому что он и высокий, и старый одновременно. И надо сказать, что в утесной территории в основном только вот 2 сорта и растут, то есть жоугу и шуйсян, потому что они самые, скажем так, перспективные в плане сбора сырья. И в то время, когда их сажали, в то время больше всего были распространены именно они. Ранее горы Уишань были обитаемы, то есть именно вот эта вот утесная территория, которая сейчас сделана заповедной зоной, куда, кстати, платный вход по билетам. И здесь было очень много таких небольших хуторков, которые потом, когда открыли парк для посещения, сделали из этого туристический такой вот некий курорт, всех местных жителей отсюда селили. Но чайные плантации, естественно, все посадки остались. Также остались и все старые дорожки. То есть очень часто бывает, что видишь какая-то тропа, которая может даже вести в никуда или вести к какому-нибудь старому фундаменту. То есть там мог быть раньше монастырь, тут раньше были десятки монастырей. Сейчас их всего лишь несколько сохранилось и восстанавливается. И можно видеть такие вот остатки старых тропинок, старых дорог, которым действительно может быть даже не 100 лет. Все-таки дождик в результате пошел. Этого сложно было на самом деле предугадать, чтобы его не было. Надо сказать, что посадки чая в горах, здесь в утесах, они в основном делятся на 2 типа. Либо это значит такие посадки в распадках, то есть в ущельях между утесами, где мы сейчас, собственно, и стоим. То есть вот утесы и, собственно, маленькие такие полянки, причем они очень небольшие, на самом деле, такие вот деляночки. И, как правило, здесь самый считается хороший чай, потому что внизу утеса скапливается наибольшая концентрация минеральных веществ, необходимых для чайного куста. Либо второй вариант, это когда вот там вот наверху, как вы видите, на вершинах утесов, они довольно-таки плоские, то есть здесь такие причудливые округлые формы утесов, и некоторые вершины абсолютно плоские. И там просто все засаживается чаем. Этот чай тоже, естественно, считается утесным, но он обычно ценится меньше, там более молодые посадки, потому что там меньше концентрация минеральных веществ. Очень часто вдоль троп можно встретить вот такие вот самые разные таблички. Обычно, что самое интересное, они не всегда обозначают то, что это плантация вот этой самой компании. Часто такую табличку можно приобрести, собственно, у владельца плантации. Такая же история распространена не только в горах Уишань, мы такое же видели, кстати, в Юнане тоже. То есть, например, фирма Дачашань, довольно крупный бренд, они на горе, Буланшань, тоже поставили много камней со своим названием, своим брендом, но при этом, в общем-то, там их нет, их плантации, просто они купили место. Вообще уже не раз замечено такое наблюдение, то что стоит только чуть-чуть пойти немножко не тем маршрутом, где проложены основные тропы туристические, и все, никого нет. Причем даже нет никого в сезон. Сейчас, конечно, не сезон, сейчас уже, в общем-то, почти декабрь, конец ноября. Сейчас тут происходит подрезка кустов, удобрение кустов. То есть практически никого нет в горах. Но даже в этот период, если пройти по более популярным маршрутам, какие-то туристические группы сюда приезжают. А стоит зайти с какого-то там тыла, как мы обычно любим это делать, никого.
Всегда хочется поэкспериментировать, можно немножко зайти там в сторону, и там может проехать целый день и не встретить ни одного человека вообще. Это довольно-таки удивительно для Китая, потому что, учитывая, сколько здесь народу в принципе, таких мест в Китае все-таки немного. Раз в несколько лет кусты вырубают, сажают заново. Вот это здесь видно сложные кусты. Кстати, мы сейчас находимся в Матоу-Янь, тот самый знаменитый даосский монастырь Матоу, лошадиная голова, названа в честь пика одноименного, лошадиная голова. Кстати, интересный момент, то что обычно именно настоящий джиньян, утесный чай, он имеет как бы географическое местоназвание, скажем так, Матоу-Янь, там, да, на Щитянь-Сы, Хуюань, вот эти три монастыря, которые самые известные здесь, либо еще отдельные названия еще некоторых вот этих вот распадков, тоже Ниланкэн там и так далее. Вот. Причем из года в год, в зависимости от того или иного, скажем, сложившегося фактора того, что в этом году чай хороший особо получился из этого места, или просто модное это место стало по каким-то причинам, то или иное место входит, как бы, скажем так, в топ. То есть вот именно вот Ниланкэн в том-то году там особо популярен, или там Матоу-Янь там особо популярен именно в этом году. Вообще интересный такой момент. Только что попытались посетить, значит, замечательнейший монастырь под названием Матоу, Матоу-Янь, утес лошадиной головы. Да, вот там есть такой маленький даосский монастырь, очень известный в узких кругах. Вот. И настоятель там чуть-чуть, скажем так, я не знаю, как это лучше назвать, вот, более цензурные фразы сложно подобрать, вот, потому что мы просто мирно попытались его навестить, хотя нас уже предупреждали, да и в прошлом году тоже туда пыталась зайти наша подруга, вот. Я, значит, настоятельно на нее набросился с матом, типа, уходи отсюда, здесь, типа, вам здесь не место, здесь нельзя заходить, поэтому, как бы, это, ну, открытое, не какое-то там закрытое пространство, просто вот площадка перед храмом, вот, которая обычно во всех храмах, сотнях храмов разных самых Китая, вот, ты бываешь, смотришь, как бы никто тебя не то что не выгоняет, наоборот, тебе рады, что ну, там гость, все такое, то есть встречают тебя довольно доброжелательно. Вот. Никогда таких эмоций не встречаешь. Тут человек на тебя набрасывается с какими-то агрессивными просто там словами: уходите, там здесь вообще это мой дом, зачем вы сюда пришли и так далее. Вот, берет в руки палку, там пытается тебя палкой выгнуть, вообще просто полный неадекват. Вот, поэтому будете когда-нибудь здесь в Уишане, я думаю, лучше в этот монастырь не ходить. Там живет нездоровый человек.